Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание спальне и поговорим о том, что ни в коем случае нельзя держать в спальне, иначе вы будете только беднеть и только будете болеть. Поэтому обязательно просмотрите это видео до конца и сделайте, пожалуйста, выводы. Вы знаете, спальня – это очень важное место в доме, поэтому оно должно быть оформлено по всем правилам, так как от этого зависит жизнь тех, кто в ней находится, отдыхает. А ведь во время сна человек притягивает к себе энергии, которые его окружают. Его биополе в такой период не защищено. Если вокруг него находятся не те энергии, это будет его разрушать, меняя жизнь данного человека не самым наилучшим образом. Часто бывает и такое, что если спальня ребенка оформлена неправильно, он постоянно капризничает, плохо спит, боится оставаться сам, или если оформлена неправильно спальня хозяев дома, то могут начать происходить проблемы со здоровьем, а также в личной жизни постоянно возникать ссоры и недопонимания. Часто допускается непоправимая ошибка, когда хозяева дома уступают свое спальное место гостям. Такого делать нельзя ни в коем случае, так как такое, казалось бы, безобидное действие и с положительным добрым смыслом способно принести настолько сильный вред, что жизнь данных людей не только изменится, но и разрушится полностью. Для всех гостей, которые переступать будут порог вашего дома, поэтому должно быть обязательно для гостей отведено именно гостевое место. Если такого места у вас нет, объясните им это и обустройте там, где собирались спать вы, если бы уступили им место. Возможно, даже на полу, если других вариантов нет. Главное, не рискуйте. И если люди относятся к вам с искренней душой, они поймут. Если же нет, значит им и вовсе не место в вашем доме. Если в свою спальню вы впустите нечистосердечного и неискреннего человека, ваше спальное место впитает весь негатив, а затем передаст его вам. Ведь вы знаете, что вещи способны впитывать энергии всех тех, кто с ними соприкасается. Если вы пустите в свою постель человека, который без пары, который разведен, это притянет проблемы в семью. Могут возникнуть измены, связь между супругами ослабнет, так как общую энергию их семьи разрушит энергия со стороны. Может притянуться и энергия одиночества, что ничего хорошего не сулит. Если же человек по отношению к данной семье испытывает зависть, желает иметь такие же отношения, это способно и вовсе притянуть в данную семью развод. Поэтому лучше придерживаться всех правил и не впускать никого в свою спальню, не позволять лежать или даже сидеть на своей кровати. Это не должно быть исключением даже для родителей, особенно если с кем-то из них у вас натянутые отношения. Ведь это очень просто, но сможет обезопасить вас от ненужных проблем, бед, неприятностей, а также негатива, которые будут мешать жить полное изобилие и счастье жизнью. Энергетика вашей спальни должна быть комфортной. Находясь в ней, вы должны ощущать только уют, спокойствие, хорошо высыпаться и отдыхать. Важным нюансом для этого является само спальное место. Оно обязательно должно быть уютным. Вы не должны думать о том, что при любой возможности заменили бы его, что оно вам не нравится, так как все это будет перекрывать доступ для светлых энергий к вам во время сна. А такого допустить нельзя. Если вы ощущаете в чем-то дискомфорт, у вас возникает подобного рода мысли, не задумываясь, замените его. Выберите такое, какое будет вас радовать, притягивая потоки сильных и нужных энергий. Кровать должна быть крепкой, так как это непосредственно влияет на энергетическое поле тех, кто на ней спит. Если у человека крепкое спальное место, если ему не о чем переживать, если же оно шатается, это притянет ночные кошмары, панические атаки и потоки сильного негатива. Не должно кровати скрипеть, так как этот звук будет создавать энергетические волны, на которые начнут реагировать злые силы, которые способны наносить сильный вред.
Ко всему этому может разозлиться еще и домовой, может начать делать пакости, что начнет нарушать энергетику вашего жилья. В доме в общем станет неприятно находиться, или даже вовсе домовой может уйти, оставив вас со всеми неприятностями и с негативом наедине. Кровать не должна стоять и на сквозняке. Это будет нарушать ее энергетический баланс, выдувать светлые энергии. Не должна она находиться и в таком месте, чтобы люди спали ногами к двери, так как это притянет к ним болезни и проблемы. Ни в коем случае спящие не должны отображаться в зеркале, иначе злые сущности из потустороннего мира во время сна будут отбирать жизненные силы. А если зеркало подберет негатив, то в большом количестве во время сна его передаст, что разрушит энергетическую защиту людей, отображающихся в нем. Нельзя перед зеркалом спать и семейной паре. У мужчины могут начаться серьезные проблемы интимного характера, может уйти страсть и желание. Если вы не можете разместить кровать, чтобы ноги не были развернуты в сторону двери, разместите над ней булавку и 2 скрещенные веточки лаванды, проговорив при этом обязательно такие слова: «Булавка от зла защищает, в спальню его не пропускает, мы его не вбираем, проблемы не обретаем, лаванда светлые энергии привлекает, их приумножает, по комнате даже в трудные и доступные места отправляет, сон мы крепкий получаем, любовь и счастье обретаем». Так вы сможете не только уберечься от чего-то плохого, но и привлечь светлые энергии, которые сделают энергетику спальни более благоприятной, и вам ничего не будет угрожать. Если ваше спальное место отображается в зеркале, переставьте его в другое место. Если сделать такого вы не можете, избавьтесь от данного зеркала и вовсе. Но порой бывает, что люди устанавливают шкафы с зеркалами, и сделать это непросто. Поэтому в таком случае нужно взять кусочек синей ткани, в этот кусочек положить 3 цветочка гвоздики, 3 листика мяты, нужно порезать еще кусочками веточку шалфея и крапивы, после чего завязать узелок на 3 узла и разместить на шкафу над зеркалом. При этом трижды сказать такие слова: в травы силу сильную обретают, мне помогают, от зеркала укрывают и защищает. Оно на нас не влияет, ничего не привлекает и не излучает. Это действие поможет вам обезопасить себя, защититься от ненужного негатива. Не стоит ставить кровати по центру комнаты, это притянет в семью разрушительной энергии, а это приведет уже к разного рода потерям. Если у вас нет возможности ее расположить по-другому, под матрас положите веточку можжевельника, раз в полгода ее меняйте. Прошлую сжигайте, а когда будете размещать, проговорите такие слова: «Ничего не теряю, с каждым днем только что-то прекрасное обретаю. Можжевельник мне помогает, все энергии и силы сохраняет, по пути верному направляет». Хорошо, если на кровати будет спинка, это будет в большей мере защищать вас во время сна. Если на спинку в нескольких местах помазать маслом миры, то вы сразу ощутите комфорт и энергетический прилив. Сон будет сладким, нежным, а самочувствие утром будет прекрасным. Спальное место должно иметь 4 угла, тогда в вашей жизни во всем будет успех. Вы будете крепко стоять на ногах, нужно выбирать любой день недели. Далее поджигать 4 церковные свечи, установить их в каждом углу, пока они будут гореть. Далее 8 раз сказать нужно такие слова: как это спальное место устойчиво, так и силы наши крепкие, возможности сильные, жизнь стабильная, биополе обширное, огонь помоги, слова мои в этой комнате закрепи и стену свою энергетическую возведи, чтобы ночью никакое зло к этому спальному месту даже не подошло. Это поможет вам установить очень сильную защиту, которая убережет от попадания негатива извне. Огарки свечей нужно будет выбросить. Кровать, на которой спят супруги, должна иметь один общий матрас.
2 не должно быть ни в коем случае. То же самое касается таких модных сейчас комплектов постельного белья. Если такое будет присутствовать на вашем спальном месте, то знайте, что разногласий, недопониманий не оберетесь. А вот если матрас будет цельным, так как и одеяло, то во время сна энергетика супругов будет с каждым днем все больше объединяться, что сделает отношения между ними очень крепкими и искренними. Не должно быть в кровати больше, чем 2 подушки, так как это притянет в отношения кого-то третьего, кто и будет разлучать данную пару. Не стоит под спальным местом накладывать различные коробки, вещи, предметы, которые будут мешать циркуляции энергии, а значит будет образовываться энергетический застой, что снизит комфортность и уровень сна. А что еще хуже, если вы будете редко там убирать, появится пыль, а она способна притягивать негатив за очень короткий промежуток времени. Это скажется на общем самочувствии тех, кто будет над ней спать. Утром у вас будет ощущаться недомогание, боли в суставах. Это будет расстраивать и притягивать депрессию, из-за которой уровень жизни и желание заниматься чем-то новым, активным снизится, а может и вовсе подойти к нулю. Не размещайте над кроватью люстру, особенно с множеством элементов, так как на них будет скапливаться пыль, привлекая опять же негатив, а вы будете видеть плохие сны и со временем начнет вас даже преследовать апатия. Не должно быть в вашей спальне зеркальных, из балок, навесных со сложными конструкциями потолков, так как это будет мешать свободному передвижению нужных энергий по вашему дому и тем самым образовывать в вашей спальне энергетический застой. Если кто-то придет в ваш дом с нечистым сердцем и нехорошей энергией по нему распространяться, это очень неблагоприятно скажется на вас. Возникнут тревоги, беды и неприятности начнут наполнять жизнь. Поэтому проследите за тем, чтобы потолок в спальне был гладким, светлого цвета, так как это будет помогать притягивать хорошие энергии и совсем без изъянов. Вовремя его очищайте, так как негатив чаще всего скапливается в больших количествах под потолком. Для этого поджигайте веничек из зверобоя хвои, окуривайте ним потолок и при этом проговаривайте такие слова. Негатив, что под потолком скопился, убираю, распространиться не позволяю, если злая сущность проникла, прочь уходи. Веничек, помоги, светлые энергии примани, защиту с их помощью установи. После чего травы нужно вынести на улицу и полностью сжечь, но делать это в таком месте, чтобы по пеплу никто не ходил, так как вы и потолок будете очищать, и защиту будете выставлять. Если вы видите, что на потолке появились какие-то изъяны или же он сменился в цвете, срочно избавляйтесь от этого. В спальне не должно быть больших полок, особенно над кроватью, так как они будут не только мешать энергиям передвигаться, но и притянут к вам бессонницу, ночные кошмары. Компьютеру, телевизору также не место, так как они способны излучать электрические волны, которые во время сна будут влиять опять же на ваше здоровье. Ко всему этому телевизор способен излучать такие волны, которые могут притягивать потусторонние силы. А если засыпать под работающий телевизор, можно навлечь на себя беду. Засыпать нужно в тишине, в умиротворении, с добрыми мыслями и помыслами, мечтая о том, что вам хочется привлечь в свою жизнь, чтобы она стала более успешной и счастливой. Аквариум. Вот для аквариума это не лучшее место, это кухня или же гостиная. В таком случае он способен притягивать светлые энергии, а вот в спальне он приведет к финансовым проблемам, и деньги, наоборот, будут утекать из такого дома. А те, кто с ним будут находиться в спальне, притянут в свою жизнь большие убытки, крупные траты, которые не порадуют и не принесут желаемый результат. Решить эти проблемы не получится до тех пор, пока из спальни не будет вынесен аквариум. Если такого вовремя не сделать, может привести и вовсе к безденежью. Также аквариум в спальне приведет к тому, что чувства между партнерами ослабнут, а отношения будут скучными и холодными.
Не стоит в свою спальню приносить и букет с цветами. Разместите его лучше на кухне, тогда он будет притягивать в ваш дом изобилие и любовь. А вот в спальне он будет излучать ненужную энергию, ведь цветы вянут, и с каждым днем это действие будет усиливаться. Вот и на женщину, на ее красоту они будут влиять совсем неблагоприятно. Говорят, что если вовремя не вынести цветы из спальни, не уследить за их состоянием, то это может привести к тому, что и чувства завянут, восстановить их уже не получится. Не должно быть и картин с насилием в спальне, например, с изображением охоты, пожара или еще чего-то похожего. Не должно быть и водопадов, так как в таком случае сон будет беспокойным, а энергии будут утекать. Не стоит и закат также размещать, это может притянуть сильные проблемы со здоровьем и даже смерть. Если у того, кто будет в такой спальне, может и ослабнуть биополе. Не место в ней и портретам умерших людей, так как они излучают мертвую энергетику, а во время сна люди будут ее притягивать и впитывать, что ни к чему хорошему это не приведет. Если не придерживаться данного совета, то в таком случае можно ожидать беду. Наоборот, разместите в спальне картину с красивым пейзажем, морем, спелыми фруктами, кофе или же со своей какой-то мечтой. Вы можете распечатать в таком случае фото, и это поможет сделать так, чтобы потоки сильных энергий поступали в вашу спальню, а мечта обязательно сбудется. Не размещайте в спальне большие, внушительные грязные шкафы, так как в них будут накапливаться куча ненужных вещей, от которых вы не будете вовремя избавляться, а значит и негативные энергии такой шкаф будут притягивать, что скажется уже на вашей жизни неблагоприятно. Если в шкафу будут находиться вещи, которые напоминают вам о неприятном этапе вашей жизни, то вы этот этап никогда не отпустите, и он будет преследовать вас, разрушая и мешая чему-то новому прийти и попасть в вашу жизнь. Поэтому постарайтесь обустроить свою спальню так, чтобы в ней было поменьше острых углов, так как это будет притягивать энергии, которые будут мешать что-либо воплотить в жизнь, как задумки, так и идеи, и вы постоянно будете натыкаться на угол. Также не забывайте следить за чистотой в спальне. Вовремя меняйте постельное белье. Не забывайте, что оно должно быть целым, красивым. Цвет стоит выбирать по своим предпочтениям и потому, что именно вы хотите привлечь на данном жизненном этапе, потому что цвета способны вам в этом помогать, активировать ту или иную энергию, и обязательно не забывайте гладить постельное белье. Не ленитесь, пожалуйста, потому что в складках постельного белья могут поселиться злые сущности, и которые будут мешать вам созидать и творить. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, в комментарии напишите «Я привлекаю изобилие, достаток и благополучие», и Вселенная обязательно вас услышит и отправит вам эти мыслимые и немыслимые блага. Друзья, благодарность можно выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Любая сумма, которую вы считаете важным и нужным, нам, друзья, будет очень приятно. Это нас мотивирует и вдохновляет в том числе. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, друзья. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.